Матильде только что исполнилось 7 лет, когда она узнала, что больше никогда не увидит свою мать. Но, похоже, никто не знал, как объяснить ей причины, по которым это произошло. Ни у кого не было четкого ответа на вопрос о смерти миссис Марты Стивенс, даже у ее любимого мужа и отца, девочки Ричарда. «Матильда, дорогая, мамочка на небесах, ты понимаешь, что я тебе говорю?» Отец в слезах рассказал ей об этом. На следующее утро после смерти матери. Матильда кивнула и после нескольких минут молчания поняла значение этих слов и разрыдалась. Все, что она могла спросить, как и любой ребенок ее возраста в подобных обстоятельствах, было: «Почему она ушла, мама? Когда я смогу увидеть ее снова? Ты знаешь, папочка? Скажи мне, почему?» – спросила девочка, безутешно плача. У ее отца не было ответа. Ни он, ни кто-либо другой на самом деле не знали, почему Марта умерла такой молодой и, по-видимому, в добром здравии. Это была тайна, которую, казалось, не могла разгадать даже судебная медицина, пока неожиданное изменение курса полицейского расследования не раскрыло всю правду. И именно маленькая Матильда должна была найти его. Обстоятельства, связанные с загадочной смертью Марты Стивен, вызвали ряд слухов и подозрений среди соседей и близких друзей пары. Тем не менее, никто, не колеблясь, выразил свои соболезнования вдовцу и маленькой Матильде. Обычным делом было бы похоронить ее тело через 2-3 дня после смерти, но особые обстоятельства помешали этому, задержав похороны на неделю. Ричард Стивен не жаловался. Он был настолько подавлен смертью своей жены, что, казалось, не замечал ничего, что происходило вокруг него. Его единственной заботой было Матильда и возможность даровать своей любимой жене вечный покой. Но сюрпризы и тайны, связанные со смертью его жены, только начинались. А за день до похорон отцу Матильды поступил очень таинственный звонок от коронера, который занимался осмотром тела его жены. Во время похорон вы не имеете права открывать гроб ни при каких обстоятельствах. Вы понимаете, мистер Стивен? Крайне важно, чтобы это было сделано таким образом, ради всеобщего блага, сказал коронер с серьезным жестом и угрожающим тоном в голосе. Что могло стать причиной того, что гроб оставался закрытым во время похорон? Инфекционное заболевание, плохое состояние гроба из-за продолжительной болезни или несчастного случая. Никто, похоже, не знал. И коронер, как бы ни настаивал мистер Стивен, тоже был непреклонен и отказался поделиться с ним какой-либо информацией, которая могла бы пролить свет на тайну смерти его жены. «Это опасно?» Это было все, что удалось спросить Ричарду. Коронер просто кивнул, а затем, оставив его в еще большем шоке и замешательстве, чем он был на самом деле, исчез. Но этот странный разговор с коронером был не самым странным, что Ричарду пришлось пережить за эти дни. Во время похорон должно было произойти нечто такое, что поразило бы всех и заставило задаться одним и тем же вопросом. Марта Стивен действительно была мертва. Похороны состоялись в понедельник, как и планировалось. Небольшая группа друзей, родственников и соседей собралась, чтобы попрощаться с Мартой и поддержать семью в столь трудное время. Как и предполагал коронер, гроб матери Матильды оставался закрытым в течение всей церемонии. И несмотря на настойчивые просьбы некоторых членов семьи увидеть тело покойной, чтобы попрощаться с ней, Ричард наотрез отказался. Даже его дочь, маленькая Матильда, которая, казалось, была погружена в свои мысли, принимая соболезнования от едва знакомых людей, не удостоилась чести увидеть свою мать в последний раз. Церемония была короткой и светской, именно такой, как хотелось Марте.
Закрытый гроб стоял на возвышении рядом со всеми доставленными цветами и небольшой фотографией покойного. Речь одной из лучших подруг покойной подходила к концу, как вдруг Матильда встала со своего места и, указав на фотографию своей матери, сказала: «Мама все еще жива», — закричала маленькая девочка, и ее голос эхом разнесся по комнате. Но Матильда была убеждена, что ее слова правда, и оттолкнула руку отца. «Она жива! Она все еще здесь! Я видела ее! Вы все лжецы! Я ненавижу вас!» — закричала девочка и выбежала вон. Ричард застыл, глядя на толпу, а затем на гроб, в котором предположительно лежало тело его жены. Он абсолютно ничего не понимал. Одни смотрели на него с недоверием, другие с удивлением, а третьи даже не осмеливались взглянуть на него. Они ограничились тем, что перешептывались на своих местах, выдвигая всевозможные теории об истинных причинах смерти миссис Стивен или даже о ее предполагаемом побеге с тайным любовником, которого она хорошо скрывала. По правде говоря, учитывая обстоятельства и скудную информацию, доступную Ричарду Стивену, все могло быть правдой. И он не осмеливался ничего отрицать, потому что даже сам не до конца понимал, что произошло и почему. Он просто хотел вернуться домой, найти свою дочь и забыть об ужасной боли, которую он испытывал, пусть даже всего на несколько часов. Ричард прочистил горло и, не сумев сказать ничего более убедительного, завершил церемонию. «Спасибо вам всем за то, что пришли, но, боюсь, я должен закончить церемонию здесь. Похороны пройдут в уединении. Я надеюсь, вы понимаете мое решение и уважаете мои пожелания в это время, когда моей семье так больно», — сказал Ричард прерывающимся голосом, на грани слез. Никто не осмелился сказать что-либо еще, и среди перешептываний и тишины все гости разошлись, оставив Ричарда наедине с гробом его жены. Но был один особенный гость, на которого он не рассчитывал и который оставался незамеченным на протяжении всей церемонии до этого момента. Это был детектив полиции Тейлор Роуланд, лучший друг Ричарда, которого он не видел более 2 лет. Тейлор переехал из города, когда женился, и жил более чем в 2 часах езды. Но когда он услышал о внезапной смерти жены своего друга, он захотел вернуться, чтобы выразить свою поддержку. Но никто из них не знал, что его возвращение в город поможет ему не только пережить смерть жены, но и осмыслить недавние слова его дочери Матильды. Матильда не ходила в школу, поэтому она тоже была с ними. Девочка отказалась разговаривать со своим отцом после того, как убежала во время похорон, и все еще была очень серьезна, но это не помешало полицейскому Роуланду задать ей несколько вопросов о ее матери и ее странных заявлениях. «Матильда, милая, ты понимаешь, что значит для человека попасть на небеса?» – осторожно спросил он девушку, пытаясь установить доверительные отношения с ее крестницей. Матильда сначала отказывалась говорить, но потом, похоже, передумала и решила ответить полицейскому, хотя у девочки тоже были к нему вопросы. «Мне 7 лет, но я не глупая. Моя учительница говорит, что я самая умная в классе. Я никогда не лгу, сэр. Я знаю, что это значит, когда кто-то умирает, но моя мама не на небесах. Она здесь, в Тимберлейке, и я могу вам это доказать», — сказала Матильда твердым голосом. Она была похожа не на 7-летнего ребенка, а на взрослую женщину, которая точно знает, как принимать собственные решения. Тейлор и отец Матильды посмотрели на нее с недоумением. Они не ожидали такой реакции от такой юной девушки, особенно учитывая обстоятельства, в которых они жили. «Можете ли вы это доказать? Что ты имеешь в виду? Где вы видели свою мать, Матильда?» Снова спросил полицейский, все больше и больше заинтригованный. Девушка встала со стула и подошла к одному из окон дома. Она указала пальцем на окно. Окно. Она была там, смотрела на меня через окно. 2 дня назад. Папы там не было. Он пошел за дровами.
Вот почему он ее не видел. Но я знаю, что это была она. Она моя мать. И я узнала бы ее где угодно, сказала девушка. Ричард побледнел, слушая свою дочь. Он надеялся, что это было видение, порожденное ее воображением и горем из-за потери матери. Но то, как она объясняла свои действия, и ее голос не были похожи на голос человека, у которого были видения. Это казалось реальным, но это было невозможно. Была ли его жена мертва или нет? Хорошо, вы видели ее в окно. Роланд слегка кивнул и затем спросил: «Ты хочешь сказать, что она следует за тобой, а ты этого не замечаешь? Она следует за тобой и прячется, когда ты собираешься ее найти?» Он спросил. Матильда кивнула. «По дороге в школу, или когда я выхожу из класса фортепиано, я вижу ее. Она прячется и одета странно, в кепку и темную спортивную одежду, но я знаю, что это она. Она всегда возвращается, и я знаю, что она вернется домой». «Мама никогда бы меня не бросила», — сказала Матильда дрожащим голосом, на грани слез. После разговора с Матильдой Тейлор признался своему другу, он намерен начать собственное расследование смерти своей жены и предполагаемых мест, где, по мнению его дочери, она ее видела. «Мне жаль, что приходится спрашивать вас об этом, но в сложившихся обстоятельствах у меня нет выбора. Как умерла ваша жена и почему гроб оставался закрытым во время похорон?» С серьезным видом спросил Роланд. Ричард ожидал такого вопроса, особенно зная, что его друг был полицейским. Как он мог не спросить его об этом, если он сделал это сам? К сожалению, у него не было убедительного ответа ни на один из вопросов. Я знаю, это прозвучит неискренне, но мне не довелось увидеть бездыханное тело моей жены. Когда я был на работе, мне позвонили из больницы и сказали, что она скончалась от обширного сердечного приступа во время пробежки в лесу недалеко от моего дома. Что касается закрытого гроба, я знаю то же, что и вы. Коронер, молодой человек, лишенный чувств, приказал мне не вскрывать его ни при каких обстоятельствах. Он сказал мне, что это может быть опасно. Я больше не осмеливался задавать вопросы. Я был в шоке. «Теперь я сожалею об этом», — признался Ричард, которому было очень стыдно. Детектив потер пальцами подбородок. Казалось, мысли его витали где-то далеко. «Итак, вы подтверждаете мне, что никто, кроме коронера, не видел труп вашей жены с того дня, как она умерла?» — кивнул Ричард, не осмеливаясь посмотреть другу в глаза. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, который забыл сделать что-то важное. «Не волнуйся, это нормально, что ты ничего не заметил. И именно по этой причине они позаботились о том, чтобы вы были единственным человеком, осведомленным обо всем, что происходило с телом вашей жены до взвешивания. Они знали, что вы будете очень эмоциональны и не будете задавать вопросов, но теперь я здесь, чтобы помочь вам. Вам не нужно ничего делать, Ричард. Я обо всем позабочусь. Поверь мне», — сказал он своему другу, ласково проводя рукой по его спине. «Ты отличный друг и лучший полицейский, которого я знаю. Если кто и может раскрыть эту тайну, так это ты», — с благодарностью сказал Ричард. Ричард был прав, говоря это. Тейлор решил бы этот вопрос, но для этого ему пришлось бы столкнуться с большим количеством проблем, чем они думали. Первым пунктом расследования, которым решил заняться детектив Роуланд, было допросить коронера, который приказал его другу закрыть гроб и выдал свидетельство о смерти Марты. На следующий день, следуя инструкциям Ричарда, он отправился в офис коронера городской больницы. Но когда он попросил позвать доктора Андерсона, это было единственное имя, которое Ричарду удалось запомнить, потому что он видел его на бейдже, висевшем у него на куртке. Его ждал неприятный сюрприз. Андерсон? Он вышел на пенсию 3 года назад. Почему вы спрашиваете о нем? Вы родственник или что-то в этом роде? По-моему, сейчас он живет в Южной Дакоте.
«Я могу посмотреть информацию, если вам это нужно», — удивленно ответила секретарша. Роланд настаивал, что здесь нет другого Андерсона, работающего судебно-медицинским экспертом. Девушка энергично замотала головой. Никто. Андерсон был холост, и у него никогда не было детей. Одинокий парень, но отличный профессионал. С тех пор судебно-медицинским экспертом является доктор Дженнифер Кларк. «Вы хотите, чтобы я уведомила ее?» – нерешительно спросила она. Роланд попрощался с администратором, извинившись за то, что отнял у нее время, и вернулся к своей машине. Он не добился никакого прогресса. Напротив, теперь у него было еще больше вопросов, чем раньше. Кто был тот коронер, с которым разговаривал его друг, и который посоветовал ему не заглядывать в гроб его жены? Кто бы это ни был, этот человек должен был иметь какое-то отношение к Марте Стивен и ее подозрительной смерти. Обратный путь домой был коротким, всего около 15 минут ходьбы по боковой тропинке, которая соединяла центр деревни с домами в более уединенном месте рядом с лесом на берегу озера. «Это идеальное место, чтобы незаметно за кем-то подглядывать», — подумал Роланд, анализируя маршрут девушки. Роланд искал подходящее место, чтобы спрятаться, и терпеливо ждал, когда что-нибудь произойдет. Матильда быстрым шагом шла по тропинке. Поблизости больше никого не было. Если бы кто-то прятался в тени, детектив заметил бы это. Прошло 10 минут, а тишина все еще царила. Девушка уже почти дошла до конца тропинки, когда внезапно внимание Тейлор привлек треск ломающейся ветки. Когда он посмотрел вверх на деревья, то увидел силуэт женщины в капюшоне, спортивной куртке и солнечных очках. Детектив уже некоторое время не видел Марту Стивен, но он мог бы узнать ее где угодно, и у него не было сомнений, что женщина в капюшоне, которая следовала за Матильдой, прячась за деревьями, была ею. Женщина следовала за девочкой, пока та не завернула за угол и не вошла в свой дом. Затем она убежала в лес, заблудившись в густых зарослях. Роланд не собирался позволять ей сбежать, поэтому он выскочил из машины и помчался за ней на полной скорости. Через несколько минут они оба подошли к маленькой деревянной хижине на берегу озера. Она была похожа на хижину рыбака и выглядела так, словно ее давно забросили. С одной стороны был припаркован черный Субару. Марта, вероятно, уже была в доме. Тейлор подкрался к одному из окон и осторожно заглянул внутрь. Внутри было 2 человека, одного из которых он не узнал, но, судя по описанию Ричарда, молодой человек, сидевший в одном из кресел, должен был быть предполагаемым доктором. Андерсон. Он был светловолосым, молодым и привлекательным. Его тело было покрыто татуировками, и он был в отличной физической форме, как будто он был военным или кем-то в этом роде. Рядом с ним, обхватив голову руками и явно расстроенная, сидела Марта Стивен. На ней больше не было маски, и хотя она коротко подстригла волосы и выкрасила их в черный цвет, не было сомнений, что эта женщина была женой его друга, которого только что похоронили в пустом гробу. Роланд придвинулся поближе к окну, чтобы попытаться расслышать разговор. «Эльза, мы должны уехать отсюда как можно скорее. Ты должна бросить свою семью, забыть о них», — кричал на нее мужчина. «Матильда этого не заслуживает, но это для ее же блага и для блага Ричарда». «Я так сильно их люблю», — прошептала она между всхлипываниями. Тейлор отвернулся от окна и присел на корточки, чтобы его не было видно. Его сердце учащенно билось, а во рту пересохло. Что все это значило? Кто была жена его друга? И почему этот мужчина назвал ее Эльзой? Он не мог просто стоять там и ждать, пока они убегут. Они собираются уходить. Мы должны действовать быстро, если не хотим, чтобы они сбежали. «Пошли, я покажу дорогу», — приказал Роланд, за которым следовали 5 вооруженных полицейских. Арест был произведен быстро, и уже через час Марта Стивен и ее сообщник были задержаны и допрошены полицией. То, что они обнаружили во время этих допросов, вызвало стыд и смятение у всего общества, особенно у Ричарда и Матильды,
которые стали свидетелями того, как женщина, которую они оплакивали несколькими часами ранее, призналась в том, что инсценировала свою смерть, чтобы бежать из страны, и в том, что более 15 лет использовала личность другого человека. Оказалось, что настоящее имя Марты было Эльза Форестер, и Интерпол разыскивал ее в течение многих лет из-за ее криминального прошлого в Европе. Когда она встретила Ричарда во время одной из своих поездок и забеременела Матильдой, она попыталась оставить свое прошлое позади и стать новым человеком, но прошлое вернулось за ней. И, столкнувшись с угрозой ареста на глазах у дочери и мужа, она решила инсценировать свою смерть и бежать вместе со своим братом Скоттом, за которым также охотилась полиция. Единственным утешением, которое оставалось Ричарду, было осознание того, что его жена, несмотря на то, что была другой, по-настоящему любила их. Но тень ее прошлого была слишком велика, чтобы ее можно было вынести, и Ричард хотел, чтобы Матильда росла счастливой и жила нормальной жизнью, чего он не мог сделать, имея сбежавшую мать. Эльзу арестовали вместе с братом, и на следующий день они навсегда исчезли из их жизни. Это несчастливый конец, но это урок того, что наше прошлое и наши ошибки всегда настигают нас. Как бы далеко мы ни зашли, какими бы именами мы себя ни называли, прошлое всегда возвращается, и мы должны отреагировать.